Чарльз Смит – самый адекватный из всей шайки-лейки банды Дача Вандерлинда. Чарльз присоединился к банде не с молодых лет, в отличие от Артура и Джона. Он всегда был скромен и трудолюбив. Один из немногих персонажей, включая Хавьера, которые не приносили проблем, а наоборот, постоянно решали их за других. Эдакие помощники в тени, которые готовы всегда прийти на помощь, не спрашивая зачем, а задавая один вопрос: какое оружие с собой брать? Индеец, ставший на криминальный путь не совсем по своей воле, хотя так говорить означает отказаться от своей собственной ответственности. Ни родителей, ни какой-либо другой родни у Чарльза на тот момент вступления в банду не было. Дач заменил ему отца, как и в случае с Артуром, Джоном и Биллом, однако Чарльз, в отличие от своих, скажем так, братьев, был молча благодарен Дачу за кров и старался всячески быть полезным в темном углу. Именно данная осторожность и скромность спасла его в конце увлекательного путешествия. Сколько бы Дач не ласкал слуг своими великими мечтами, Чарльз все же был более приземленным, и при первой же возможности, а она произошла после знакомства с падающим дождем, Смит всячески помогал племени и в конце концов остался с ними, но ненадолго. Чарльз единственный из всей банды, кто смог снова найти семью, пусть и не совсем кровную, однако более близкую по духу и традициям, чем другие. Его чувство справедливости и моральные устои были намного выше, чем у того же Хавьера, несмотря на то, что ограблением они занимались все вместе. Смит прекрасный охотник, оно и не мудрено, для индейцев это было самое главное занятие. Они прекрасно стреляли из лука, что и показано в игре, а также отлично разбирались в особенностях охоты, какими стрелами лучше стрелять, какое оружие использовать для той или иной дичи, и именно Чарльз научил Артура всем тонкостям в первой главе в задании «Последствия». Чарльз никогда не получал удовольствия от самого процесса убийства, он не был садистом, и, возможно, то самое светлое будущее Дача заставило Смита идти на такие рискованные приключения, в отличие от Майка, который изначально родился в семье бандита-убийцы, и слово «честь» ему мало знакомо. Чарльз мудр, спокоен и при этом достаточно доброжелателен к своим товарищам. Charles, have I ever lied to you? I hardly know you. Exactly. Он не нарушает ничьи границы, не оскорбляет людей и ведет себя настолько адекватно, что становится непонятно, зачем он здесь нужен. Здесь, в окружении таких идиотов, фанатиков, кровожадных садистов и недалеких людей. В этом мире Чарльзу не было места, и его временное пребывание в банде подходило к концу. Он похож на такого тихого, надежного и боевого товарища. Ты можешь доверить ему свои тайны и при этом уважаешь его по-настоящему. Такие люди не склонны сильно вовлекаться в процесс, а показывают свою любовь к окружающим через действие и удовлетворение их потребностей. Проще говоря, помогают всем подряд. Смит абсолютно обычный человек. Вот стандарт стандарта, и поэтому его персона не особо интересовала игроков. Такие люди нравятся нам в жизни, но на экране нам нравятся скандалы, интриги и расследования. И именно поэтому такие, как Чарльз, уходят на второй план. Нервы они не трепят, диалогов долгих с ними нет, и поэтому Смит и ему подобные держатся в стороне. Такой типаж относится к фундаменту. Они мало того, что трудолюбивые, так они еще и очень образованные, насколько это возможно. Их навыки ведения боя и выживания помогают остальным решать вопросы более социальные. И это все благодаря тем, кто тихо и мирно отдыхает и наблюдает за большинством. Чарльз Смит смог выжить после 6 главы, однако его жизнь была не так радужна. Он стал участвовать в боях без правил, и это сильно удивило как меня, так и Джона. Благодаря недооцененному алкашу Дикого Запада мы нашли Смита, который выиграл поединок, и вместе отправились строить нашу роскошную ферму. John needs help moving these joists. Now come on. Get a move on. We gotta get started before the rains come. Во время заданий в эпилоге у нас будет пару мгновений, где Чарльз рассказывает о своих планах на будущее. Он хотел бы осесть, завести семью и наслаждаться жизнью простого работяги. Но незаконченное дело в виде убийства Майка не дает покоя не только Чарльзу, а также Джонни и Сейди, и они вместе отправляются на самое тяжелое испытание в их жизни. Все выжили, кроме белого усача, и с большим удовольствием вернулись обратно. Прекрасные семьянины, которые могут защитить свою семью. Добрые и отзывчивые люди, не склонные к агрессии и ненависти, такие люди и есть Чарльз Смит. Будет правильнее сказать, что Чарльз Смит и является олицетворением таких людей. Многие женщины не любят таких мужчин за их сухость и не особую эмоциональность. Однако многие найдут в них покой и тот самый фундамент, который так необходим в семейной жизни. И многого не надо, их не особо интересуют какие-то фантазии чужих людей, однако в данном случае мальчик в итоге вырос без какой-либо семьи, скитался по миру и ему сильно не хватало отцовской руки. Увидев
дача и то, как он относится ко всем своим товарищам, Чарльзу это понравилось. Он понял, что здесь находиться безопасно, а его ровесники и женщины придавали еще больше уверенности в том, что это место действительно стоит того, чтобы здесь находиться. Таким образом, несмотря на явные признаки добродетели, честная жизнь Чарльза обернулась против него. Остатки банды еще давала Чарльзу успокоение, а комфортное существование и постройка фермы давало ощущение того самого потерянного дома, который он смог обрести в банде Дача. В отличие от Пирсона, который смог открыть свой магазин, Смит не стал искать себя в более мирных деяниях, и из этого я могу сделать вывод, что его пылкая любовь к авантюрам все же взяла вверх. Хотя в действительности он бы спокойно смог работать почти на любой ферме и пригодился бы в хозяйстве. Именно эта темная сторона Чарльза и сподвигла его примкнуть к Дачу, совершать ограбления и устраивать мордобитие за деньги. Как быть стандартным человеком и при этом вызывать симпатию у окружающих? Надо быть Чарльзом Смитом. Надо быть добрым, по-своему наивным и при этом очень сильным. И именно тогда можно выжить и преуспеть среди мечтающих и жестоких идиотов в мире Red Dead Redemption 2.